Итак, мы в пути, едем на Мертвое море. Всем привет. Всем привет из Израиля. Сегодня мы говорить Очень немного. Сегодня у нас после тяжелой бурной ночи. Ой, осел стоит. Ты что, меня снимала? Да. Снимаю свой вчерашний. Мы вчера немножко посидели, как в том мультике. И они посидели еще немного, а потом еще немного. Израиль небольшая страна, но сколько необыкновенных мест на этой маленькой территории, даже трудно себе представить, и не только в историческом аспекте. Здесь собраны географические достопримечательности мирового масштаба, и одно из них, которое можно причислить, и так оно вскоре будет к 7 чудесам света, это, конечно же, Мертвое море. Местность кажется безжизненной, но это не так. То тут, то там возникают силуэты верблюдов, фигурки пастухов-бедуинов, хозяев здешних мест, до сих пор сохраняющие полукочевой образ жизни. Небольшие стада овец в поисках скудной растительности перегоняются ими с одной расселины на другую. В сезон дождей русла рек переполняются, сливаются в бурные потоки, сметающие все на своем пути. Вода приносит в пустыню жизнь, и каждую весну в Иудейских горах повторяется чудо. Они покрываются сочными травами и яркими цветами, а в низинах начинают бить источники, долго еще подпитывающие островки зелени. В далеком детстве в каком-то учебнике я видала картинку, на которой человек лежа на воде читал газету. Речь, конечно, шла о Мертвом море, и тогда еще подумала, почему мертвое? Потом, уже будучи в Израиле, я прочла в путеводителе, что у израильтян оно называется не мертвым, а соленым. Не так образно, но точно. Ям-а-мелех. Так это звучит на иврите, и также в русском переводе Торы, в Ветхом Завете. Названо оно в том разделе, где повествуется о событиях вокруг Сдома и Аморы, Содома и Гоморры. Мы остановились на смотровой площадке на краю бездонного провала, завораживающим взор видом на огромный горный разлом, на склоне которого какие-то таинственные гроты, пещеры, каменные помещения, вырубленные в скале, то ли водными потоками, то ли отшельниками, которых побывало в иудейской пустыне немало. Сюда уходили монахи от мирской суеты, отряды повстанцев, скрывающихся от преследований, религиозные секты, паломники. Одна из главных особенностей Мертвого моря заключается в том, что расположено оно ниже уровня моря на 420 метров. Воздух вокруг Мертвого моря активно насыщен кислородом и отрицательно заряженными ионами, а это как бальзам на душу астматикам и людям с легочными заболеваниями. Содержание брома на побережье в несколько раз выше, чем где-либо. Вот, ребята, смотрите, это Мертвое море. А вот эти глыбы — это соль. Такая водичка. Мне тоже нравится. Съесть. Ребята, вот я стою на соли. Вот это подо мной соль. И хожу по соли. Вот это прям глыбы. Вот это вот соль прям. А?
один отколупается, и там мертвое море. Да, слушай, как будто лед. Так прям смотри, даже вот когда весной, как будто лед вот растаял и как снег. Лолита пробует соль. Как на вкус? Соленое. Сахаром не стало. Креветка меня отдает. Это после вчерашнего нюх потерял. Вторая особенность Мертвого моря печальная и заключается в том, что море постепенно исчезает. Точнее, просто высыхает и мелеет, а вода отступает от берега с каждым годом где-то на метр. Сказывается деятельность человека на реке Иордан. Его воды постепенно иссякают, и как следствие море мелеет. К тому же масштабы забора глины из моря значительные. Приезжать лечиться на Мертвое море можно и зимой. Здесь очень много всевозможных курортов. Температура воды в декабре плюс 20-22 градуса, а температура воздуха днем достигает временами 25. Пошла Ира, решила через море пройти. Я надеюсь, что я на тебя показываю. Ира. Подписчикам привет. Вот. Мертвое море знаменито своими запасами ценных минералов с целительными свойствами, которые люди использовали еще в древности для лечения многочисленных недугов. Главное же богатство моря – его лечебная соль и косметика Мертвого моря. Понятие купаться в Мертвом море несколько неуместно, так как поплавать в нем, как в обычном водоеме, у вас не получится. Чтобы погрузить все тело в воду, нужно сильно постараться, а поэтому все туристы просто заходят по пояс, ложатся, кому как удобнее, и плавают словно поплавки. При этом удержаться от смеха не получится, лишь некоторое время привыкаешь и расслабляешься по полной. После того, как принял солевую ванну, понимаешь, для чего сюда стремится народ со всех уголков земли. На этом наше путешествие не окончилось, но об этом в следующий раз. Если вам понравилось видео, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!